Всех приветствую, с вами я, Айгерим Жумадилова, и вы часто спрашиваете: Айгерим, покажите технику самомассажа, как убрать или уменьшить носогубную складку. Конечно, это зона маленькая, анатомическая зона, отдельные техники самомассажа есть, это и снаружи работа с мышцами, с мышечными креплениями, также изнутри, там, где мышцы легко доступны и лучше осязаемы. Мы будем комбинировать сегодня. Но хочу сказать, здесь нужно подходить целостно, комплексно. То есть причины возникновения носогубных складок могут быть абсолютно разные. Это связано с опорно-двигательной системой, это могут быть связаны с родовыми травмами, асимметрией лица, недостаточность зубов, стоматологическая проблема, а также спазм мышц тоже может являться причиной к возникновению носогубных складок. Венозный отток, кстати, тоже является причиной. Итак, я начинаю сегодня, предварительно нанесла массажный крем. Вы можете использовать, конечно, и масло по типу кожи, сами подбирайте, что вам лучше подходит. Буду комбинировать две техники. Работать буду на скуловой зоне, где носогубная складка появляется. Буду работать также в ротовой полости, и круговую мышцу рта тоже возьму, и скуловые мышцы. Итак, я начинаю. Дополнительно возьму чуть-чуть масла. Нет, массажный крем. Нанесу. И буду работать в зоне левой части лица. Здесь у меня мышцы, поднимающие верхнюю губу, она крепится вот тут вот. И мышца, поднимающая уголки рта. Малая скуловая мышца вот здесь и большая скуловая мышца. Также носовая мышца крепится вот там, где у вас ноздри. Вот тут вот на крыльях носа. Что я буду делать сначала? Я хочу сделать небольшой отток жидкости, то есть дренаж хочу сделать от центра к периферии. От центра к периферии. Также с этой стороны. От центра к периферии. И начинаю с круговой мышцы рта. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И синхронно буду прокатывать подушечками пальцев синхронно в сторону. Там, где начинается у меня скуловая мышца. И вверх буду подниматься, вдоль носа буду открывать вот такими движениями венозный отток. Хочу дополнить, будет в разы эффективнее, если вы откроете здесь полностью зону декольте и шеи. Но сейчас я показываю определенные техники, чтобы уменьшить носогубную складку. Подушечками пальцев я вот так вот на две стороны, как будто бы я, знаете, открываю что-то, пытаюсь открыть. Вот видите, прочесывающее движение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кстати, вот это движение не только от носогубных складок, но и помогает уменьшить носослезную борозду. Суфы, малярные мешки. Если заметили, я те же движения уже повторяю по скуловой зоне. Фиксирую. Всегда фиксирую. Вот так вот прокатываю. Использую ребро указательных пальцев. Повторяю те же движения с этой стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И потихоньку перехожу на скуловую зону. Мне очень нравится это движение, оно расслабляет мышцы. Тем более я здесь не только на улучшение венозного оттока работаю, но и беру местами прохожусь там, где мышцы крепятся. Вот мышца, поднимающая верхнюю губу, носовая мышца вот тут
точка ее, мышцы, поднимающие уголки рта и 2 скуловые мышцы. Дальше больше интереснее будет сейчас. Фиксирую. А вы заметили, что я еще не трогала жевательную мышцу? Здесь есть напрямую связь жевательной мышцы с носогубной складкой. Почему, скажете? Когда вот эта мышца жевательная уходит в гипертонусное состояние, то есть мышца сжимается, она нам автоматически усугубляет носогубную складку. Поэтому и есть причина, почему я сейчас буду использовать букальную технику, то есть это интраральная техника, пероральная называют все по-другому. Простыми словами, массаж ротовой полости. Для этого я одеваю виниловые перчатки. Руки должны быть чистые. Еще один лайфхак. Когда вы выбираете перчатки, возьмите, пожалуйста, на размер меньше. Если у вас размер М, S-ку выбирайте. Рядом должна быть обязательно салфетка рядом с перчаткой. Но если вы дома у себя в ванной выполняете, то, очистив руки, можно, конечно, самой себе делать и без перчатки на самом деле. Можно выполнить и без перчатки. Я начинаю с левой стороны, либо с левой стороны начну. Потихоньку, так как я знаю анатомию, каждую мышцу я буду дренировать. Как я буду дренировать? Я буду делать круговые движения. Сейчас я могу показать это на салфетке. Вот салфетка. Вот я уже положила в ротовую полость большой палец. Я как бы проминаю мышцу с двух сторон. Показываю. Большой палец положила. Начиная от зоны носовых мышц, я потихоньку двигаюсь в сторону и достаю жевательную мышцу. Вдоль жевательных мышц я делаю круговые вращения. Скуловую мышцу, носовую мышцу, повторяю щечную мышцу и даже спускаюсь ниже. Круговая мышца рта, там, где кисетные морщины, да. Где-то минуты 2 поработала и потихоньку убираю. Видите, мгновенный результат. Что дает нам букальная техника массажа? Во-первых, улучшает лимфоток, во-вторых, снимает спазм с мышц. Поэтому я люблю комбинировать. Те же движения я буду повторять с правой стороны. Уже без слов буду повторять. Жевательная мышца. Не получается без слов. Итак, мы завершили букальный массаж. В конце вы можете провести руками вот такие вот дренажные, помпажные движения, чтобы слить остаток лимфы.
Я очень люблю этот букальный массаж, она позволяет мне изнутри достать мышечные крепления, снять отек с лица и поработать с зажимами. Очень хорошо уменьшает носогубную складку. Я хочу дополнить для вас, что делать самомассаж в целях профилактики — это хорошо, но еще дополнительно хотя бы раз в сезон, чтобы определить первопричину, где находятся в теле зажимы, да, что способствует к усугублению носогубных складок, пройти консультацию у специалиста. Дома вы работаете, самомассаж делаете, а специалист вам дает грамотную консультацию, а может и профессиональный массаж, может быть, сделает для вас. Ну, это для себя, конечно. На этом все. Этот самомассаж делайте, пожалуйста, раз в неделю, если вы с букальной техникой комбинируете, либо 2 раза в неделю. Этого вполне достаточно. И еще, кто часто спрашивает, обучаю ли я по данной методике, да, я обучаю. В ссылке в описании я оставлю контакты. Есть курс как и онлайн, так и офлайн. Вы можете обратиться по данным номерам или по ссылке. С вами была я, Айгерим Жумадилова, специально для канала про Beauty KZ. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!